Иван работал в рыбацкой артели уже много лет. Ему еще повезло, что его сюда пристроил друг. В то время вообще с работой было напряженно. Семья у Ивана была большая, жена, мать жены и 5 детей. Где он только не пытался заработать, но все это были маленькие временные заработки, а детям, кроме еды, еще и одежда нужна, и в школу собрать. И тут вдруг один знакомый предложил Ивану поработать в рыболовецкой артели. Там мужики уходили на озеро на несколько дней. Тяжело, но зато улов и стабильная большая зарплата. Иван работал больше остальных, подменял других, выходил сверх нормы. «Ты как будто из железа сделан», — говорил ему капитан. С тех пор прошло много лет, приятель уже не работал в том месте, а Иван к тому времени стал капитаном своей лодки. Так получилось, что он вроде как подсидел своего друга. Давным-давно, когда набирали команду на новый сезон, старый капитан Ивана взял, а приятеля нет. Сказал, что Иван один за 10 работает, а приятель любит отлынивать, отдыхать и сидеть на больничном. Друг обиделся на Ивана, а из-за безработицы ему пришлось уехать. Когда Иван стал капитаном, он хотел взять приятеля обратно, хоть и знал, что тот плохо работает, но чувствовал перед ним вину. Иван пытался найти бывшего друга, но так и не получилось, даже родители точно не знали, куда он уехал. Годы шли, дети повзрослели, выросли и разъехались. Стал Иван замечать какую-то холодность со стороны жены. Ну, а что делать, не молодеют, да и он тоже постоянно на работе. Как-то раз в одном из плаваний что-то стукнулось о борт лодки. Неужели бревно? Не дай бог пробоина, подумал Иван. Подскочил и побежал осматривать судно. К лодке прибился гроб. Вот это находка. Господи, откуда он здесь? Прямо посреди озера. Правда, неподалеку был остров, но он был совершенно необитаемый. На острове не было ни кустарника, ни травинки, только камни. Даже птицы там не гнездились. Иван поднял команду, и мужики достали гроб на борт. Тут нужно понимать некоторый нюанс. Район у нас приграничный. Озеро хоть и не море, но на противоположном берегу уже другое государство. А значит, по всем законам, на наши воды распространялось морское право. Во-первых, гроб был найден в нейтральных водах, а во-вторых, капитан имеет все юридические права на судне, он будто президент. «Вскрываем», — скомандовал Иван. Гроб вскрыли и ужаснулись. Рыбаки увидели там-то, чего никак не ожидали увидеть. В гробу были дети, мальчик и девочка. Им было лет по 10. Но самое странное было то, что дети выглядели, как будто они легли в этот гроб. Вчера Иван осмотрел детей и увидел, что они спят. Они были очень слабы. Скорее всего, дети не спали, а уже приготовились к худшему. Их перенесли в каюту капитана и стали отогревать и отпаивать. Было видно, что дети находились в шоковом состоянии. Пришлось возвращаться домой. Детей нужно было передать в больницу. Вся команда вернулась домой раньше времени. Детям вызвали скорую и отвезли в больницу. У Ивана было похолодание в отношениях с женой, но он никогда не думал, что жена может его предать. Но, зайдя в дом, он понял, что жена была не одна. И как вы думаете, кто оказался героем-любовником? Правильно, тот самый друг, который затаил обиду на Ивана. Как оказалось, он уже давно, именно с тех пор, как Иван стал капитаном, начал ухаживать за его женой. Потому Иван и не мог его разыскать. Тот запретил родителям говорить, что живет в соседнем городке. Ну что ж, решил Иван, жена сама сделала свой выбор. Скандалить и драться он не стал. Собрал спокойно вещи, оставив любовников наедине. Поехал в тот самый городок неподалеку, в гостиницу. На следующее утро Иван проснулся разбитым, но, немного поразмыслив, пришел в себя. В конце концов, он капитан, и у него железная сила воли. Гораздо больше его интересовала судьба детей, которых они нашли в таких странных обстоятельствах, чем судьба неверной жены. Иван пошел в больницу. Как раз сюда привезли детей. Они были уже в порядке, и Ивану было очень интересно, что дети ему расскажут. Их звали Руслан и Людмила. Они были погодками. Жили они со своими родителями в соседней деревушке от Ивана. Жили бедно, почти в нищете, и главным желанием родителей было разбогатеть, только о деньгах они и говорили. Вполне возможно, Бог услышал их молитвы, а может и не Бог, а кое-кто другой. В общем, как бы то ни было, а однажды они получили наследство от какого-то дальнего и богатого родственника. С тех самых пор только раздор и ругань поселились в их доме. Родители никак не могли поделить, что и кому из них достанется. Может, они изначально не были хорошими людьми, а может, долгие годы нищеты превратили их в алчных монстров.
Родители, позабыв о детях и о своих прямых обязанностях, стали спорить, кому из них что принадлежит. Мать переживала, что отец все спустит на выпивку. Она даже не понимала, что у него здоровья не хватит столько денег пропить. А отец, конечно, желал получить деньги, чтобы жена не спустила все на одежду. Так они и спорили, пока наконец Руслан не сказал им, что хватит ругаться, все равно потом деньги достанутся им с Людой. И зачем он только это сказал? Зерно сомнения посеялось в головах родителей. Люди, ослепленные богатством, уже не являются на самом деле людьми. Родители решили, что дети хотят их ограбить и отнять наследство. Тогда они поступили очень просто, по их мнению. Они решили избавиться от конкурентов на наследство. Детей посадили в лодку и, не обращая внимания на слезы, вывезли на тот необитаемый остров. А что? Никто не увидит, никто не найдет. А если найдут, будет уже поздно. К тому же они всегда могут сказать, что дети сами туда заплыли. Несколько ужасных дней Руслан и Людмила провели на острове без воды и еды. Когда силы уже покидали их, в расщелине между камней они нашли старый гроб. Он был пустой. Некогда было думать, куда делся его хозяин. Гроб был единственным, что было деревянное на острове и могло держаться на воде. Они легли в него, прикрылись крышкой и отдались воле судьбы. Вскоре сознание их покинуло. Иван слушал детей и был просто в ужасе. Он не мог допустить, чтобы этих детей после больницы отправили к их алчным родителям. Иван сделал все, чтобы их осудили за жестокое обращение с детьми. С наследством. Поступили так. Не вдаваясь в подробности о законодательстве, может потому, что детей нашли в нейтральных водах, деньги было решено поделить пополам между детьми и заморозить, пока им не исполнится по 18 лет. Когда Иван приехал домой, жены там уже не было. Ему было не очень интересно, куда она отправилась. Ему было гораздо интереснее другое, что будет с Русланом и Людой. Он подал заявку и усыновил их. Дети с радостью переехали к капитану, который их спас. Иван переговорил со своими детьми, и они оказались не против, чтобы у них появились еще брат и сестра. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.